Как вот теперь начать снова разговаривать и вещать? Всем привет! Давно не виделись. Это я пропала примерно на год. Даже не знаю, как так получилось и как теперь восстанавливаться. На самом деле у меня мое желание снимать видео на YouTube никуда не пропало. Оно у меня до сих пор есть. Честно, я несколько месяцев собиралась с мыслями и думаю, сегодня проснулась, думаю, нет, все, надо взять себя в руки, надо снимать, иначе этот момент никогда не наступит. И вот, вот, собственно, этот момент настал. Хочу с вами поделиться, что же со мной произошло за год. Напомню, что год назад я переехала в Москву для того, чтобы развивать свой бренд одежды ЛБД. И за этот год на самом деле много что произошло. Хотя в обычной жизни кажется, что как будто все так медленно, ничего не происходит, что у всех все быстро, стремительно, а я что-то как-то увязла в рутине и бытовухе. Но первое, что мы сделали, это сняли в аренду склад и потихоньку начали его обустраивать. Кроме того, у нас возникли сложности с товарными остатками. Мы теперь перенесли склад из Хабаровска. Теперь у нас основной единый склад в Москве, там немножко другая система, но в общем были какие-то с этим сложности тоже. Я лично сама собирала эти полки, крутила эти шкафы, мы там вместе настраивали технику, в общем, было это такой сложный, довольно-таки сложный период, с учетом того, что мои повседневные дела никуда не делись, в общем, я делала вообще все, что только можно. И упаковывала первые заказы. Кстати, мы запустили полноценно сайт, интернет-магазин, мы его отработали. Боже мой, я думала, что этого момента тоже никогда не наступит, но наступило. И мы даже сделали первый порог в 1 миллион выручки в месяц. И я считаю, что это большое достижение. На самом деле мы молодцы. И сейчас мы уверенно растем. Еще, кстати, мы взяли несколько сотрудников новых, мы взяли сотрудника на склад. И потом мы поняли, главная самая проблема, новинки выходят очень медленно, производство задерживает, мы не поспеваем. И мы решили сделать экспериментальный цех. Я нашла очень крутого конструктора, который как раз разрабатывает все модели, строит лекала, делает нам раскладки. И 2 месяца заняло, наверное, даже больше, на то, чтобы найти лаборанта. Лаборант — это человек, который отшивает образцы. Все, больше ничего не делает, он собирает любой абсолютно образец от начала, то есть от куска ткани и до готового изделия. Никто не хочет, потому что это очень много обработок. Нужно думать головой, гораздо проще садиться и штопать, не знаю, авточехлы, постельное белье, прямые строчки, это гораздо проще. Вот, но, слава богу, нашли мы этого человека, и сейчас уже они в паре полноценно работают, и, естественно, я вместе с ними. Я придумываю все модели, подбираю ткани, подбираю все материалы, все, в общем, пытаюсь удержать, все контролировать, и, признаться честно, это сложно, я просто еле вывожу. Кроме того, естественно, нужно же собрать все материалы на партии, все предусмотреть, учесть, а там очень много нюансов возникает по мере разработки изделий. Вот, в общем, такая вот история, то, чем я занимаюсь сейчас. Честно сказать, я думала, что мы откроем наш шоурум ЛБД в Москве гораздо быстрее, но мы тут, естественно, никому не известны практически, и первое время были мысли открыться в торговом центре, но потом потыкались, пообщавшись с предпринимателями с большим опытом, мы поняли, что нет, этот вариант не для нас, он слишком рискованный, и решили открыть стрит. Поэтому мы уже, наверное, 2-3 месяц ищем помещение, гуляем везде, смотрим. Сегодня вот смотрели уже 5 помещений, но пока что так. Нету такого, чтобы прям вау, оно, хочу. Нет. И что, я еще параллельно потихоньку заказываю оборудование для того, чтобы оно у нас уже здесь было. Вернее, оборудование какое? Которое можно будет органично встроить в любое помещение, в любой ремонт, и не нужно будет делать на заказ.
Но это опять же часть только оборудования. Вот я хочу, чтобы такое, как там вешалки условно, какие-то стойки частично. В общем, что-то нам такое нужно, чтобы у нас было тут, в случае чего мы быстро делаем ремонт, открываемся и не ждем изготовления слишком долго. И начинаем работать уже с тем, что есть, а потом уже остальная мебель на заказ будет уже у нас. В общем, план такой. Пока, в общем, мы в поисках. Видите, сложность еще в том, что мы плохо знаем город пока и не совсем понимаем, где логично располагаться, где не очень. К сожалению, у меня был негативный опыт, и я сейчас решила, что от помещения на самом деле много что зависит. Нужно очень тщательно подходить к выбору. Права на ошибку у нас не будет, потому что стоимость аренды в Москве, конечно, приличная, скажем так. Мы ко всему морально готовы. В чем хотела сказать, что у нас просто была проведена колоссальная работа по реструктуризации всего нашего бизнеса. С начала года мы пошли на обучение и поняли, какие же мы чайники. Просто у меня нет слов. Я вот сейчас, спустя полгода, думаю, как мы вообще жили, как мы жили без этого. У нас появилась отчетность, мы теперь ее каждый месяц регулярно собираем. У нас теперь больше 40 показателей, на которые мы ориентируемся в бизнесе. И, естественно, мы сейчас научились строить фин-модели, поэтому прежде чем куда-то заходить, мы смотрим, потянем ли мы вообще это помещение или не потянем. Вот, кстати, вот как раз это было с Ламодой. Мы просчитали фин-модель, пока нам не выгодно выходить, пока нам выгоднее все делать на базе своего сайта. Вот, но это пока. К Ламоде и к остальным площадкам, я думаю, мы еще скоро вернемся. Вот, а также хочу рассказать, что мы за этот год сделали просто огромный скачок в плане разработки вещей, качества вещей, сложности. Мы несколько раз ездили в Турцию для пошива верхней одежды. Кроме того, мы запускаем вот-вот уже, я думаю, через неделю должна быть наша первая партия джинс, которую мы готовили где-то, наверное, полгода. Да, где-то так. И было что-то около 12 образцов. Я все хотела добиться идеальной посадки. Вот надеюсь, что все будет хорошо, что джинсы вы оцените, что вам все понравится. Еще, естественно, часть производства мы переместили в Китай. Спасибо моим связям с прошлого. Мне они действительно очень помогли. И сейчас все вязаные изделия абсолютно мы вяжем в Китае. Спортивную коллекцию мы сейчас тоже готовим, и она вся производится в Китае под моим чутким руководством. Человек, который там находится, мне присылает постоянно образцы. Слава богу, запустилась экспресс-доставка, и теперь процесс пошел гораздо быстрее. Но я очень хочу, конечно, еще съездить в Китай и вспомнить молодость, погулять, пособирать ткани, какие-то красивые материалы, фурнитуру. В общем, ой, простите, я тут проводом дергаю, и он у меня, видимо, шатает. Да, шатает камеру. Больше не буду слишком дергаться. Еще, кстати, казалось бы, за этот год мы очень много путешествовали. И по работе, и не по работе. В общем, я очень рада и счастлива, что мы переехали. И, честно, у меня такое ощущение, что Москва — это просто настолько мой город, когда, приезжая откуда-либо, я приезжаю такой, фух, я дома. И вот такие вот у меня ощущения. В общем, я счастлива, рада, довольна, хотя на самом деле путь такой сложноватый, если честно. Но мы справимся, я вот верю. Вот такие дела. В общем, я вкратце попыталась вам рассказать, что же с нами произошло за год. Я попытаюсь не пропадать надолго. И вообще у меня такая идея возникла записывать влоги о том, что происходит. Да, они, возможно, не будут там какие-то сильно красивые. Я думаю, что надо, наверное, снимать так, как есть, потому что я все время стесняюсь, думаю, вот когда у меня будет самый крутой офис, тогда буду снимать, а сейчас я думаю, тогда уже будет неинтересно, правильно? Нужно снимать уже сейчас,
снимать как есть и переставать стесняться, потому что на самом деле это все работа, это мой путь. Я считаю, что мы все равно молодцы. За этот год проделали очень много работы, хотя на самом деле ее вроде бы как бы так не сильно видно, но сейчас я понимаю, что путь такой был, фундаментальный. Потому что зачем развиваться дальше, когда ты не навел порядок? Зачем развиваться в хаосе? Надо все структуризировать и уже потом выстраивать такую стабильную, устойчивую бизнес-модель. Вот, такие дела. Пишите, как вам. Кстати, я постриглась. Как вам новая моя прическа? И если вам нравится идея таких мини-влогов, просто о жизни, обо всем подряд, то пишите в комментариях. Я буду очень-очень рада. Ну все, я все сделала. Я рада, что я все сняла. Надеюсь, сейчас еще быстренько все смонтирую и выложу. Все, всем пока.